Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжим цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манас. В предыдущей передаче я рассказывал о том, что этот эпос включает в себя 500 тысяч строк. То есть, если считать, что в одной странице, книжной странице имеется 40-42 строки, то это 500 тысяч строк примерно представляет собой 12-13 тысяч страниц. То есть, это порядки 30-35 книг объемных. И вот всю эту громаду наши предки передавали в устном порядке своим ученикам. И они заучивали наизусть вот это произведение и в дальнейшем учили своих учеников этому искусству. В настоящее время в нашем монасоведении различают три главных варианта этого эпоса. Это значит, первый вариант по пересказу Сагынбаева Оразбакова, второй Саякбая Каралаева и третий нашего соотечественника из Китая Юсупа Мамая. И вот я когда писал свой роман, я изучил все эти варианты и остановил свой выбор на Сагынбаеве Оразбакове. Ибо его вариант отличает очень красочный, яркий язык. Там все образы представлены наиболее выпукло, полно, объемно. Поэтому я решил написать книгу именно по этому варианту. И когда я решил посоветоваться с ведущими нашими монасоведами, учеными, сказителями Манаса, они согласились с моим выбором, сказали, что действительно вариант Сагынбая Оразбакова наиболее полный и красочный. После этого я приступил к написанию своего произведения. И я написал на основе нашего эпоса пятитомный роман. Вот вы сейчас видите, написал, провел его через экспертизу нашего Министерства образования. И эти книги сейчас рекомендованы в качестве дополнительной литературы по кыргызской литературе в школах и вузах нашей республики. Ну, затем я, чтобы еще больше популяризировать наше народное достояние, перевел его на русский язык. И сейчас мой русский вариант, собственный перевод, тоже готовится к изданию. Потому что я понимаю, конечно, что в мире гораздо больше людей владеет русским языком, нежели кыргызским. Поэтому я и перевел свою книгу на русский язык, тоже его через экспертизу Министерства образования провел, и она также рекомендована в качестве дополнительного учебного материала для школ. Вот пока вкратце все, что я хотел рассказать об истории написания Манаса. Ну, на следующей передаче я вам расскажу
как я подбирал материалы, ознакомлю вас кратко с историей наших предков кыргызов, где они жили, с кем они воевали, о чем повествуется вопрос. То есть я по мере возможности буду комментировать свой же роман. И если кто-то хочет, не дожидаясь, пока я дочитаю полностью роман, если хочет прочитать роман целиком, то я открыл специально свой интернет-сайт romanepos.com. И там вы можете приобрести мои книги в электронном варианте на кыргызском и русском языке. Ну а сейчас позвольте мне продолжить чтение моего романа. Когда калмаки после смерти Орозду напали на Талас, Акбалта со своим народом Нойгут проживал в окрестностях Анджиана. Алоке придавил его и разграбил. Не зная, куда деться от него, Акбалта полностью оробел и растерялся. От жестокости и притеснения калмаков ему свет стал немил, и небо показало совчинку. Не зная, как спасти сородича от такой напасти, молодой джигит приуныл. Несчастный мой народ, с горестью думал в своей юрте Акбалта, бедная моя земля, когда вижу твои слезы и плач, я не знаю, куда девать тебя от отчаяния. Не дай Бог никому испытать подобную участь в 17 лет. Нет сил у меня выступить против китайцев и калмаков. Если оставить все как есть, эти проклятые кровопивцы могут окончательно нас истребить. Что теперь делать? Стройный, светлолицый, чернобровый, красивый Акбалта горестно покачал головой. Встав с места, он бессильный, злобен на врагов, стал ходить взад-вперед по юрте. Жестокий мир, будь жив, дядя Орозду, мы не мучились так тяжко. При этих мыслях у Акбалты запершило в горле, и из глаз брызнули непрошенные слезы. Не зная, что предпринять, юноша долго неподвижно сидел на месте. Наконец, придя в себя, он встал и вымыл лицо водой из жестяного узконосого кувшина. «Хватит!» – пристыдил себя Акбалта. «Что толку горевать, оплакивая прошлое? Чем больше будешь думать о неприятном, тем больше расслабишься и раскиснешь. Надо поехать к Жакопу, старшему сыну дяди Орозду. Если суждено погибнуть, будем вместе в одной яме, а если выживем, на одном холме». Приняв такое решение, Акбалта собрал уцелевших от поголовного погрома своих сородичей и через несколько дней доехал до Таласа. По дороге Нойгуты своими глазами увидели, какому разгрому подвергся кыргызский народ. Чем ближе они подходили к Таласу, тем больше им стали попадаться разрушенные, дотла сожженные дома, оставшиеся без ухода цветущие сады, засыхающие бесполезно хлебные поля, обглоданные собаками, хищными птицами, непогребенные трупы людей. Разжиревшие от мертвечины собаки, не обращая никакого внимания на проезжавших по пыльной дороге людей, лениво обгладывали валявшиеся повсюду кости. «Сохрани нас, Господь!» – с ужасом подумал Акбалта. «Какое страшное зрелище! Вокруг не осталось ни одной живой души, как будто настал конец света. Видать, калмаки истребляли всех поголовно. Уцелели ли в такой страшной мясорубке мои сородичи или отдали Богу душу?» Терзаемый мрачными предчувствиями, Акбалта вытащил шелковый белый носовой платок из кармана, снял с головы запылившийся от долгого пути белый колпак и вытер струившийся со лба холодный пот. Волнованный джигит успокоился только тогда,
когда, доехав до Таласа, увидел 10 детей Орозду и брата Бая живыми и невредимыми. Обрадованный этим, Ахпалта поселился по соседству с родственниками. Для того, чтобы решить, как жить дальше, в тот же вечер кыргызы собрались в юрте Жакыпа. Для дорогих гостей хозяин зарезал жирного куртучного барана. Хорошо сварив его мясо, он подал для них бишбармак, национальное блюдо киргизское. После сытного ужина все стали горевать, оплакивая свою незавидную долю. «Прекратите реветь!» – стал утешать родственника среднего роста, смуглый, скуластый, худощавый Бай. «От вашего плача и рева нет проку. После того, как враг ушел, разбей мяч об камень. Все прошло, быльем поросло. Наша надежда, опора, глыба в Орозду ушел в мир иной, никогда теперь не вернется. Поэтому нам нужно крепиться». «Вы правы, дядя», – вытирая слезы, ответил рослый, широкоплечий, коренастый Жакоб. «Бог дал, Бог взял. Отец теперь никогда не вернется на этот белый свет. Мы с ним увидимся только в судный день. Сильное горе обусловившее – это неповиновение воли Бога, впадение в тяжкий грех», – покачал головой Бай. «Поэтому я и говорю вам, чтобы вы сильно не скорбели о дяде Орозду. Вы поняли меня?» «Поняли», – за всех ответил Жакоб. «Это хорошо», – довольно сказал Бай. «Как я уже говорил, смерть – это печаль самого покойника. Жизнь продолжается своим чередом. Мы должны подумать о судьбе кыргызов и спасти их от невзгод. По вашему мнению, что мы должны делать?» – вопросительно посмотрел на Бая Ахпалта. «Если вы согласны, надо уехать из Таласа, а не выйти на его развалины», – после небольшой заминки ответил Бай. «Куда уедем?» – уныло спросил Жакоб. «Если поедем в сторону Куркуро, она полностью под властью Алокия». «Нет», – отрицательно покачал головой Бай. «Мы туда не пойдем. Надо направиться в Утмок, где даже дикие козы с трудом пробираются, и откочевать в сторону гор. Нам придется навсегда уехать из Таласа?» – с болью в голосе спросил Жакоб. «Да», – печально ответил Бай. «Другого выхода у нас не осталось. Не стоит сторожить сгоревшие, разграбленные развалины Ордо. Надо искать другие земли, чтобы начать новую жизнь. Как бы ни было трудно навсегда покинуть родные места, родственники согласились с этим трудным решением. На следующий день, собрав весь скарб, уцелевший после погрома, все двинулись в путь. С ревом и плачем обойдя Ордо, как символ прежней беззаботной, счастливой жизни, кыргызы направились в сторону Утмока. После долгого и изнурительного пути уставшие путники с почеревшими от пыли лицами наконец остановились в болотах Урюлмо. Здесь Бай, Ахпалта и сыновья Орозду снова собрались в шатре Жакопа, чтобы обсудить план дальнейших действий. «Слава Богу!» – начал свою речь Бай. «Нам удалось вырваться от Калмака и достичь благополучно намеченной цели. Как мы теперь будем жить? Давайте поговорим об этом. Полностью покоримся врагам, скажем им: мы проиграли вам, делайте с нами что хотите? Или покажем им клыки и, напав на них, как волки на отар овец, окажем яростное сопротивление? Выскажите свои мнения, жгите». Бай вопросительно посмотрел на братьев, сидевших в шатре вокруг синей шелковой скатерти. Первым заговорил худощавый, черноглазый, чернобровый, миловидный, 13-летний Жан Гырчи. «По-моему, необходимо сразиться с калмахами, манжуйцами», – звонко сказал он. «Как мы можем покориться тем, кто испокон веков были рабами наших предков? Как пойдем к ним в служение? Если мы так поступим, разве не покарают нас духи предков? Надо сразиться и победить. Если нет, то погибнем. Но мы должны сохранить свою честь, дав достойный отпор врагам». Против слов старшего брата выступил в столице скуластый, немного полноватый, 10-летний Каткалан. «О чем вы говорите, брат?» – произнес недовольно он. «Как мы можем одолеть такое огромное количество врагов? Если отец был жив, тогда другое дело.
Теперь же нам рискованно идти на такой шаг. Не сможем ни явно, ни скрытно одолеть калмаков. Слова Каткалана горячо поддержал Жаков. Брат правильно говорит, мы не сможем противостоять калмакам. Если ослушаемся их, они живем содрут нас шкуры, наше положение станет еще тяжелее, чем сейчас. Не надо злить калмаков, а согласиться на их требования отдать все, что они попросят, лишь бы самим выжить. Заметив, что Балтогоричный качает головой, Бай обратился к нему. Что, брат, почему качаешь головой? Или тебе не понравились слова Жакопа? Ахбалта снова посмотрел на Жакопа и печально ответил Баю. Да, не совсем не по душе сказанное им. Почему? Я не смог противостоять калмакам и защитить родную землю. Поэтому решил объединиться с братьями в Таласе и отомстить врагам. Если нет, не терпя унижения, с честью погибнуть на поле боя. С этими мыслями со своим поредевшим народом пришел к вам. А Жак предлагает сдаться калмакам. Как мне могут понравиться такие слова? Увидев, что на поставленный им вопрос у братьев совершенно противоположное мнение, Бай невольно горестно вздохнул. Что с вами, дядя? Встревоженно спросил Жамурчи. Вас что-то болит? Да, милый, с мукой в голосе ответил Бай. Увидев, как разорены кыргызы и тяжко стонут под пятой врага, у меня сердце кровью обливается. Если бы мог, я своей рукой вырезал всех калмаков. Но откуда у нас сила на это, братья? Тогда что прикажете делать? Рассерженно спросила Полта. Сложить руки, сидеть тихо, как мышь, покориться врагу? Другого выхода нет, брат. Не стоит поддаваться эмоциям, действовать опрометчиво. Терпение – золото. Надо набраться терпения, просчитывая каждый шаг. Пока мы обессилены, нет у нас ни полководца, могущих возглавить народ, ни земель, чтобы управлять ими. Необходимо сначала объединить наших разрозненных кыргызов, собраться с силами и добиться прежнего могущества. Затем мы должны сокрушительным ударом освободить родную землю и выгнать врагов. До этого надо вести себя смирно, чтобы враг поверил, что мы полностью покорились ему. Тогда он расслабится, и мы проведем его. Что вы на это скажете, братья? Вопросительно закончил свою речь Бай. После бурного обсуждения было принято решение втайне от китайцев-калмаков собирать силы для решительного боя. Но этим надеждам не было суждено сбыться. Предвидя, что кыргызы не смирятся со своим поражением, Алуоке заранее подослал к ним своего шпиона. Он и донес до хана Калмака о принятом кыргызами решении. Разозленный Алуоке, собрав свои войска под алыми стягами и красными знаменами, начал громить кыргызские аилы. Калмаки убивали и сопротивлявшихся, и бежавших, беря в качестве добычи молодых ребят, красивых девушек и молодых. Кыргызам свет стал немил, народ был унижен, не зная, куда деваться, где укрыться. Окровавленные люди в поисках спасения стали прятаться в горах, в щелях и оврагах. Недовольствуясь этим, Алуоке угнал к себе весь скот кыргызов. Обозленные таким унижением и жестокостью, кыргызы решились до последней капли крови сражаться за родную землю. Чем так ходить, лучше умереть, мрачно изрек Бай братьям. Как нам терпеть такое унижение? Если будем живы, какой цели добьемся? Надо сразиться с озверевшими врагами. Некоторое время спустя предоставилась благоприятная возможность отомстить китайцам. Алуоке погрузил все награбленное у кыргызов на 190 верблюдов, приставил к ним 80 богатырей охранниками и отправил большой караван в Бейжин в качестве подарка хану и Шенхану. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подходит к концу. Я желаю вам всего наилучшего. До свидания, до новых встреч.